Охота – это не только выстрел, это тишина перед ним. Терпение, когда сердце колотится как молот. Выдержка, когда каждый шорох – это он. Я видел его, не просто зверя, а вызов. Вызов, в котором выходит только один победитель. Осень – прекрасная пора для охоты. Лес будто затихает, ждет. Солнце уже не печет, как летом, мягкое, золотистое, сквозь кроны пробивается. Ни жары, ни мороза. Сегодня мы идем охотиться на самца морала из лука. Период гона, они сейчас на взводе, ищут самок. Мы будем использовать манок, подзывая. И затем, если удастся нам подойти на близкую дистанцию, будем проводить выстрел. А пока нужно найти активных самцов. Для охоты мы будем использовать два манка. Первый – крик самца, громкий рык. Если где-то рядом бродит активный морал, он услышит и прибежит. Не из-за любопытства, а на дуэль. Защитить свою территорию. А если ответит, тогда переходим ко второму. Крик самочки. Нежный, зовущий. Короче говоря, смысл такой. Сначала найти, потом заманить. Охота на морала в период гона с лука одна из самых тяжелых. Тестостерон у самцов зашкаливает. Они злые и не так реагируют на шумы, но они все равно осторожны, особенно там, где люди, где большая активность охотников. Самцы начинают затихать и могут подходить тихо, что ты даже не услышишь, особенно когда ветер. Это бывает очень неожиданно. Поэтому эта охота целый вызов. Поманив некоторое время, мы так и не получили ответ. Мы решили спуститься вниз каньона, где протекал ручей, и использовать это в качестве преимущества. Мы двигались вдоль ручья, присматриваясь к кустам и надеясь встретить животных у водопоя. И таким образом упростить подход к моралу. При этом периодически подманивали. Здесь мы обнаружили весьма высокую активность самца морала. Признаки этому были затертые деревья, а также лужицы с грязью. Обычно в период гона самцы морала трутся рогами об деревья, метя в свою территорию таким образом. Иногда удается даже найти деревья сломанные, с такой силой и злостью они бьют и трут свою территорию. Также вываливаются в грязи, тоже в период гона.
Были также обнаружены и другие признаки, такие как присутствие другого охотника, такого как пума или медведь. Что касается второго варианта, так уже были найдены следы, свежие. Мы уже охотимся здесь несколько дней, и до этого, как и в первый день и сегодня, были видны следы. Был даже такой момент, когда мы передвигались до этого места на автомобиле через лес по грунтовой дороге. Уже темнело, медведь перебегал через дорогу. Продолжая идти, мы заметили, как с противоположного берега к нам приближается черный объект. Глядевшись, мы увидели, это был черный медведь. Немедленно заняв удобную позицию, мы ожидали, пока сам зверь выйдет на удобную дистанцию. Достав дальномер, я увидел, что расстояние составляет 30 ярдов, что примерно 30 метров. После выстрела медведь стремительно побежал прочь. Я достал манок, крик раненого зайца, чтобы отвлечь его внимание. И у меня получилось. Медведь остановился и начал всматриваться. Он простоял еще секунд 15 и начал потихоньку уходить. Вот почему охота с лука считается одна из самых гуманных. После того, как стрела попала в медведя, он даже не понял, что произошло. Ребят, я не знаю, я попал, но не знаю, насколько серьезно. Стрелу не нашли, походу она в нем торчит. Сейчас покажу кровь. Вот кровь. Видно, вот здесь вот она. Иди смотри, глянь, смотри, видишь? Обалдеть, кровь. Вон еще, вот смотри, сколько много. Смотри. Смотри сюда. Прям потек сильно. Видишь? Желудки. Вот кровь. Нет. Смотри, смотри. Буду с пистолетом, потому что может патроны. Но я не знаю, я сейчас пройдусь, посмотрю, какой процент крови. Я вижу, что вот тут уже сильно хлынуло. Может быть, мы дадим ему, чтобы он дошел, не будем его тревожить. Нет смысла за ним сразу идти. Когда мы заметили след крови, мы начали осторожно двигаться по его следам. Кровопотеря была серьезной, но порой капли крови было трудно найти. Мы внимательно искали каждую капельку и со временем обнаружили больше крови там, где медведь приостанавливался. Однако с каждым шагом крови становилось все меньше. Известно, что у медведя быстро сворачиваемая кровь.
Это блокирует рану и минимизирует кровопотерю после ранения или попадания в животное. Также стоит учесть тот фактор, что стрелы на месте не было обнаружено, значит стрела оставалась еще в нем. Нас удивило, что раненое животное поднималось вверх, в гору, что обычно не характерно для серьезно раненого зверя. Это заставляло предположить, что попадание не затронуло жизненно важные органы. Тем не менее, мы не сдавались и продолжали следовать по следу. Постепенно медведь заходил все глубже в дебри, что вызывало осторожность и напряжение, ведь раненый медведь может быть опасен. Мы продолжали поиски несколько часов, оставаясь бдительными на каждом шаге. Брызнуло туда, как будто он отсюда и шел. Отсюда туда, как будто и шел. Хотя нет, не обязательно. Вот еще кровь. Нет, это не кровь. Не обязательно. Смотри, обтерся. Ушел туда наверх. Как он тут прошел и крови нет? В итоге крови становилось все меньше и меньше, и уже было трудно ее обнаруживать. Приходилось идти почти интуитивно, по сломанным веткам и запутанным следам, находя небольшие частички крови. В итоге медведь вышел на большую широкую тропу, и мы просто направились прямо по ней. В конце концов я нашел свою потерянную стрелу, которая была полностью в крови, словно прошла насквозь. И остается загадкой, медведь сам вынул стрелу, или же стрела просто от движения выпала из раны сама. Идем по следу. Кровь, то больше, то меньше, то больше, то меньше. Я не знаю, сколько прошли. А тут смотрите, что есть. Что это, ребята? А это моя стрела. Смотри. И она прошла насквозь. Смотри, крови сколько. Блейд не раскрылся. Из этого вылетело, наверное, да? Ранение не сильно... Короче, смотри, что это. Я не знаю, что это.
скорее всего, из этого и ранение не такое какое-то странное у него. Стрела насквозь прошла. Как ранение. Не такое. В итоге, после долгих поисков, нам так и не удалось найти нашего подранка. Проанализировав всю информацию, мы пришли к выводу, что стрела, скорее всего, попала ниже смертельной зоны, и жизненно важные органы не были задеты. Таким образом, медведь, вероятно, просто ушел, вынув стрелу. И кровотечение остановилось, так как у медведя оно быстро прекращается. В итоге медведь выжил и продолжит свою жизнь. Благодарю всех за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за ваши комментарии и поддержку. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал и на инстаграм. Давайте наберем несколько тысяч подписчиков. Спасибо заранее.